тот горячий майский день все должно было пройти по давно отработанному сценарию. Позолоченные слова о доблести, позабытые стихи о чести. Мы сражались за Родину, за ваше будущее, нас никто не уговаривал, не пугал, никаких заградотрядов не было, мы всегда мечтали воевать. В тот фатально жаркий майский день ни у артиста, ни у многочисленных зрителей не должно было возникнуть проблем с коммуникацией. Ветеран понимал, что отнимает у детей улицу, а дети понимали, что ветерана нужно уважать, потому что если бы не он, то непонятно, что сейчас вообще было бы. Вполуха, слушая приветственные слова, Франциск раскрашивал спинку впереди стоящего кресла. Его лучший друг Стасик Круковский старательно оттирал пятно на джинсах. Рядом шептались, щипались и передавали записки. Кто-то доделывал последнюю в году работу по сольфеджио, а кто-то отчаянно изображал храп. Одним словом, встреча проходила в привычной и дружеской атмосфере, но вдруг зал превратился в слух. Лицеисты притихли. Внезапно ветеран сказал то, что не имел права говорить. Образовательная машина дала сбой. Кто-то ошибся, кто-то не доглядел. Не доглядели крупно. Не заметили бревно в чужом глазу. В лицей пригласили неправильного человека. Только теперь все увидели, что он пришел без орденов и начал рассказ о другой, не пафосной, но только своей войне. Ребята, я вам сразу хочу сказать, я не воевала с германтами. Видите, у меня и наград-то нет. Мне их не вручали. Я не ветеран в общепринятом смысле этого слова. Я не знаю, стоит ли мне вообще продолжать. Испуганная завуч утвердительно кивнула Вавилонской башне на голове. Ну тогда, если можно, я продолжу. Меня не зовут на парады. Да я бы и сам без сомнений не пошел. Мне как-то даже странно, что ваш учитель истории Валерий Семенович меня пригласил. Он попросил меня рассказать о том, как все было. А как все было? Херово все было, ребята. Зал онемел, потерял голос, стих. Абсолютный штиль. Ковчег искусств остановился. Сломалась мачта, паник парус. Дети перестали дурачиться, Франциск перестал рисовать. Пятно исчезло. Стас огляделся по сторонам. Ни одной волны по рядам, ни одного движения. Замолчали даже те, кто обладал патологической способностью болтать. Мы воевали против всех. В это теперь никто не верит. Теперь говорят, что такого не могло быть. Но было, ребята. Хотя многие считают меня сумасшедшим. Грубо говоря, было так, ребята. По утрам мы воевали против полицаев, по вечерам против красных. Да-да, против всех. У нас не было священной освободительной войны. Мы не двигались с востока на запад или наоборот. Нет. Мы стояли здесь, на месте, на своей земле. Стояли, понимаете, ребята? Мы не бросались на дзоты, не жертвовали собой ради вождя. Нет, ребята, у нас ничего этого не было. Я не могу рассказать вам ничего из того, что рассказывают в фильмах о войне, потому что война наша была совсем другая. Война наша была грязная, мерзкая и похабная, потому что война, это, ребята, была по сути гражданская. Кто-нибудь в зале знает, чем отличается гражданская война от обычной? Да, послышалось из последних рядов. Это когда свои своих мочат. Правильно, ребята. Это самая страшная была война. Потому что врагами были не только германты, но и свои. Понимаете? Лично я никогда никого не винил. Когда начинается война, тебе всегда предоставляется шанс выбрать сторону или остаться в стороне. Или хотя бы попытаться остаться в стороне. Я вам, ребята, так скажу. Если, не дай бог, когда-нибудь начнется война, вы сядьте и хорошенько подумайте, за кого вам воевать и воевать ли вам вообще. Решать будут большие дяди, которым самолетами будут поставлять свежие фрукты, а погибнете вы. Очень быстро и всего один раз погибнете. Поверьте мне, я видел, как погибают люди. Не бывает у них вторых жизней.
Поэтому всегда, всегда думайте. Хорошо думайте. Много. Что-то я не понял. Так вы что, все-таки за германтов валили? Послышалось с последних рядов. Нет, ребята, не за германтов. Нет. Но знаете, я всегда как рассуждал. Если тебе близки их идеалы, если ты ненавидишь красных, если веришь обещаниям сумасшедшего хлюпика, валяй в полицая, почему бы и нет. Занимай их сторону, если ты только веришь. К тому же у них очень красивая форма была. Мне, честно говоря, всегда очень нравилась их форма. Им же ее очень известный модельер шил. Я всегда думал, что они хорошо, во всяком случае, гораздо лучше нас выглядят. Но это единственное, что мне в них нравилось. Все остальное, ребята, я ненавидел. Они хотели нас переделать, а это самое страшное. Многое можно вытерпеть, пережить, но одного, ребята, допускать нельзя. Нельзя допускать, чтобы вас переделывали в кого-то другого, понимаете? Ну, началось! Кобрин! Со злостью выкрикнула завуч. А что так сразу Кобрин? Меня, может, тут вообще нет. Выходит, ребята, я должен был пойти к красным? Действительно, почему бы мне, простому местному парню, не погибнуть за красных? Они сидят в своих городах, расстреливают моих родителей за то, что те говорят на своем языке. Действительно, почему бы мне не сражаться за их вождя, за старшего брата? Почему бы мне не отдать жизнь за безумца, который не может поделить карту континента с таким же идиотом, как он? Действительно, если ты веришь, то почему бы и нет? Но я, ребята, не верил. Никогда не верил. Кому же вы верили? С нелепой улыбкой спросила завуч. Никому. Ни одним, ни другим. Я верил только в свой дом, в свою землю, в небо над моей головой. Я верил в то, что только я могу и должен решать, где и как мне жить. И что же вы сделали? Дезертировали? Ну, с вашей колокольни, думаю, это называется именно так, да. Я ушел в лес. Струсили, значит? С ехидным смешком, рассчитывая на поддержку последних рядов, спросила завуч. Германты принимали меня за партизана, партизаны и красные за полицая. Я же говорю, так я и воевал. Утром с одними, вечером с другими. Если вы называете это трусостью, хорошо, я струсил. Зал зашумел. Лицеисты стали что-то объяснять друг другу, доказывать, спорить. Вы что, один против всех валили? Нет, конечно, нас было много. Очень многие так поступили, но об этом теперь не принято говорить. Победили не мы. А рассказывать про войну положено только победителям. Моя жизнь, моя судьба есть одно перманентное отступление. Таких, как я, как бы нет. Я провел несколько лет, скрываясь в лесах, в домах католиков и униатов. В 46-м я, как и многие мои товарищи, уехал на хутор и жил там один около 20 лет. Потом стал иногда выбираться в город, но лишь в 91-м, спустя 46 лет после войны, увидев над столицей наш флаг, я понял, что мы победили. Недолго вы радовались. Так, чтобы услышал только ветеран, процедила сквозь зубы завуч. Гэта быў урывак з раману Сашы Філіпенка. Глядзіце чытанне кожны дзень на канале «Былы сын».